Ну что, всем привет! Сегодня у нас очередной городок, который я могу вам назвать, город Саларду. И прямо на парковке мы видим карту. Карта интересных мест, которые стоит здесь посетить. А вы когда-нибудь слышали о Саларду? Или, может, видели фото этой крошечной деревушки в Пиренеях, затерянной среди гор? Это не шумный курорт, не туристический центр. Это настоящий живой пуэбло с населением чуть больше 100 человек. Расположен Саларду на высоте более 1200 метров над уровнем моря, и вокруг десятки потрясающих горных троп, которые начинаются прямо за углом. Это одно из лучших мест, если вы хотите просто взять рюкзак и уйти в горы, к озерам, перевалам и тихим долинам. Ну, такой один из небольших городочков в Пиренеях. Вот это, кстати говоря, школа. Здесь есть школа, несколько уютных ресторанчиков, церковь XII века, и главное – это особая атмосфера. Люди живут спокойно, как будто время замедлилось. Даже воздух как будто чище, чем где-либо. Короче, мы с вами сегодня гуляем по маленькому городку Саларду. Здесь, кстати, можно пойти на бесплатную пешую экскурсию в этом городе. И вообще они предлагают несколько бесплатных экскурсий в разные места, в разные городочки, а также разной подготовленности, от суперлегких до более-менее продвинутых. Что? Улица Святого Андрея, у них везде почему-то Святой Андрей. Да. Чисто, аккуратно. Все в камне. Дома все используют то, что есть в природе. Под руками. Прикольно. Мы начали наше знакомство с Саларду с обычной самостоятельной прогулки. Без маршрута, просто идя по интуиции. И за каждым поворотом как будто сцена из фильма. Каменные дома, цветы на балконах, горы, почти касаешься рукой. А потом, конечно, мы заглянем в церковь Сан-Андрео. Снаружи строгий романский стиль, а внутри настоящий сюрприз. Средневековый алтарь и фрески, сохранившие цвета с XIV века. Пахнет лавандой. Эта церковь стоит здесь почти 900 лет. Построена она в романском стиле позднего периода XII и XIII веков с массивными стенами и главной архитектурной изюминкой изящной восьмигранной колокольни. Ее высота превышает 25 метров, и она видна почти из любой точки деревни. Мы зашли внутрь, и, конечно же, первое, что поражает, это высокий сводный потолок и полумрак, в котором начинают проступать фрески на стенах. Большая часть из них датируется XVI веком, а самые ранние около 1540 года. Это сцены из жизни Христа, Марии, святого Андрея и других святых. Фрески были частично повреждены временем, но в последние десятилетия их бережно восстановили. Сегодня они выглядят по-настоящему впечатляюще. Сдержанные цвета, старинный стиль, ощущение подлинности. Видно, что это не копии, а подлинные следы истории. Вход в церковь свободный, сюда часто приводят небольшие экскурсии, и местные гиды подробно рассказывают об истории и значении каждой детали. Но даже если вы просто зашли с улицы, это место точно не оставит вас равнодушным. Какое узкое место, лесенка. Не знаю, куда мы выйдем по этой лесенке. Но куда-то ведет. Опять вот это что-то вроде холодильника в доме. Так расширяли себе дома. Или это дом? Делали дополнительную комнату. Ну, не знаю. Тут всякое может быть. Ну, в общем, вот такой выход. Узкая улочка. И выходишь опять на какие-то кафешки, ресторанчики, улочки. И опять какая красота. Гербер. Ой, это не гербер, а гибискус. Кругом цветы. Меню дель dia, кстати, 17 евро. С лунаса по сабаду. Но include бибида. Ага. Меню 25 с бибидой. А 17 без бибиды. 7 бибида. Ком бибида 22,50. Вот
как? Что это? Открывать и закрывать, вот так крутить. Да ладно. Вау, вот это кран. Да ну. Да. Первый раз такой вижу. Вот это да. А это? 1805, да. Фрюндель. Привет. Смотрите, здесь еще есть одна такая маленькая узкая улочка. Просто, наверное, ширина с машину только. Все в камне. По этому городу ходят экскурсии, как я уже сказала, даже есть бесплатные. Возможно, если мы запишемся, то мы вам продолжим в этом ролике видео из экскурсии. Ну и мы решили пройтись по этой узкой улочке. Смотрите, какая она узкая. Вот отсюда, вот оттуда маленькое такое пространство. Прикольно. Старые дверки. Старые ворота деревянные. Вот такая улочка. Карту, если вы возьмете, можно увидеть много интересного. Вот это все, значит, Вальдаран. И здесь находятся разные города. Я правильно понимаю? Разные городочки. Ельха. Где-то были сегодня. В Елье. Вот Бакейра. Мы не здесь были, да? Бакейра вот здесь, значит, где-то 640. Где-то вот здесь. Вот 2880 даже есть, 2600. Вот тут населенные пункты разные. Короче, путешествовать и путешествовать. Франция, да, Франция рядышком. Угу. Вот Франция. Ну и вот, собственно, чем можно здесь заниматься? Пешим туризмом, ассерсендеризма. Можно по ровной местности, можно по пересеченной, можно в горы, хайкинг и так далее. И даже на велосипедах тоже здесь очень даже это развито. Или на лошадях. Тоже, ну, соответственно, есть разные отели и так далее. То есть можно... Все, видите, зимний отдых тоже здесь есть. Поэтому здесь очень-очень интересно. Ну, как взрослым, так и детям. И даже где-то есть каток. Вот такие вот дела. Да, в Ельха. Аран-парк, который интересен для детей. В прошлый раз мы были, и у нас есть видео с посещением Аран-парка. Так что вот в Пиренее, если кому интересно, конечно же, много можно найти интересного. Развлечься как взрослым, так и детям, людям разных возрастов. Ну, соответственно, можно просто вот порелаксировать в таких городочках, останавливаться в маленьких отельчиках, сидеть на таких террасках, пить кофе, смотреть на горы. Можно просто тихо, спокойно писать книжки, рисовать картины или писать, не знаю. Транспортная доступность здесь хорошая, вон автобус промчался. И просто релаксировать, отдыхать от работы, у кого крупная работа какая-то тяжелая. Все, вот. Какой-то рок-фестиваль. Таким образом, этот спин. Здесь очень активная жизнь. А вот это городок, который называется Саларду. И, кстати, церковь, которую мы посещали, она очень важная для них, очень популярная. Классно. Так, ну что, мы подошли к месту, к точке сбору вот этой вот турист-инфо. И сейчас у нас будет пешеходная прогулка по городу с гидом. И мы посмотрим все эти красоты.
que pasa que se pone justo el día 15 de agosto, que eso va a ser para aparcar, no quiero pensarlo. 15 de agosto se empieza a montar y es el 22. Pero ya llegará, pero desde Mongarri, que se llama la empresa Leiva, entonces salen caminando desde Mongarri hasta Viella, desde Les hasta Viella y desde el otro lado del túnel a Viella. Ну что, 20-й километр идем. Экскурсия с утра. Сейчас уже 5 вечера. Скажешь тоже. Ну, идем по пути, встречаются такие площадки с мангалами. Все в цветочках. Нам все рассказывают. Мосточки, красота. Просто неописуемая. Ну и попадаются вот такие вот замечательные ресторанчики. Мы идем на экскурсию, нам рассказывают очень интересные вещи, но то, что мы видели во Франции, в французской деревне, вот как подковывают, да, животных, то же самое и здесь. Говорят, что это типично для пиренейских деревень. Поддерживают вот так. Наша экскурсия проходила на испанском языке, и это оказалось отличной возможностью углубить испанский язык и послушать живую речь местных жителей. Даже если вы не все понимаете, не страшно, атмосфера, жесты, интонация и само погружение в язык дают гораздо больше, чем учебник. Для тех, кто учит испанский, это идеальный способ прокачать свой язык без скучных уроков. Свадебные ленточки. Ну, когда вдруг подружились и повесили замочек и ленточку. Прикольно. Угу. Вот это нам объяснили. Это для того, чтобы животные пили. Здесь такой вот водоемчик. Наш гид опять-таки привел нас в церковь, которую мы уже посещали самостоятельно. Он рассказал немного о ее создании, об архитектурном стиле, о фресках, украшающих стены внутри. Мы все вместе зашли внутрь и внимательно смотрели детали. Было очень интересно. На этом месте наша экскурсия подходила к концу. Мы поблагодарили нашего гида Марио за увлекательный рассказ и внимательное сопровождение. Хочу еще раз отметить, что такие экскурсии по городу проводятся бесплатно, но, конечно же, можно найти и более специализированные туры, которые подробно рассказывают о каждом месте или архитектурных особенностях того или иного здания. Так, мы прошли с экскурсией сегодня с гидом. В принципе, мы в этом городе Саларду все уже увидели и до этого. То, что, было очень много интересных фактов, которые мы не знали. В частности, во-первых, нам рассказали то здание на главной площади, которое, естественно, сохранилось полностью в том виде. Придется теперь идти в этот ресторан. Потому что сказал, зайдите обязательно в этот ресторан. Ну, во-первых, там подают необычно, а во-вторых, блюда. А во-вторых, там пол, вот этот, посмотрите, обратите внимание на пол, он сохранился самый первый, который был в этом здании. То есть, если стены что-то там штукатурили, делали, но пол остался тот. То есть, если вы хотите увидеть здание, построенное в 12 веке, пожалуйста, действуйте Потом сейчас. В Пиренеях, по-моему, он сказал, 2 только церкви, вот это тоже, да? Да, имеет садик. Имеет садик, и это одна из самых старых, и там, в общем-то, восстанавливаются фрески. И можно зайти, вот, пожалуйста, в любое время, то есть никто никого не бесплатно. Гоняет, не закрывает, да. Единственное, что вот эта статуя, которая 900 лет, она Христа, стеклом, да? Христа. Но это оригинал все-таки, да? Потому что в некоторых версиях я читала, что он в музее этого города хранится, не этого, а, господи, в Велье, где мы сегодня были. Вот. А он сказал, что это оригинал все-таки Христа здесь, статуи. Кому-то это очень важно. И самое интересное, что он рассказал на площади, кто сюда приедет 3 мая. 3 мая собираются на главной площади, там, где Татьяна сейчас вставит фотографию этого хавалиса, это дикий кабан. Значит, девушки садятся в кружок, ставят стулья, а парни, которые в этом году имеют желание признаться в любви своей
Должны танцевать вокруг них, да? Наранхи, да, начинают танцевать. И 3 мая они делают предложение, а 3 июля они уже женятся здесь. С ума сойти, как интересно. Гид посоветовал зайти в этот ресторан. Сказал, что здесь 12 века, ничего не менялось. Вот эти камни все натуральные. Здание натуральное. Видно, что вот потолок. Но самое интересное, что здесь была поилка для животных. И они ничего не изменили. Они в нем сейчас охлаждают все, что можно охладить. Вот такая вот красотища здесь. Старые плиты такие. Всякие такие штуки. Зальчики уютные, дворики. Просто фантастика. Вот тут всякие такие, в чем носили вино. Очень красиво. Короче, нам принесли типичное аранское блюдо, да. Сейчас попробуем. Ну, короче, что-то приготовленное в горшочках, типа того. Короче, в каждом регионе есть свое блюдо. Muchísimas gracias. Вот, Татьяна, бери. Потата я тоже сниму сейчас. У тебя потата, как она называется? Тоже аранское блюдо. Аранское картофель блюдо. С чем там? Ты вкуснее выбрала. С косточками и чурисо. Я хочу сказать, что я никогда не была в ресторане вот с такими ботиночками. Кстати, они похожи на голландские. Мы видели их в Нидерландах. Вообще нам сказали, что это музей, поэтому здесь ничего не изменяют. Как выглядел этот городок? О, это вот где-то вот здесь получается, да? Или здесь? Где наше здание? Вот. Ну, это от церкви. Вот. Это старое место. Ой, как интересно. Ух ты. Вот, Пласа. И видишь, там Испания. эти коровки стоят. А теперь элитный ресторан. Вот он тоже. Да, очень интересно. Теперь красивый ресторанчик. Фонтан-то был. Теперь красивый ресторанчик. Лыжники сюда вот приезжают. Очень аутентично. Вот показывали, Стас. Вот эту арку там есть. У нас прям туда подводили. Ага. То есть мы сегодня поужинали в очень красивом ресторане. Такое историческое здание. Красиво. Вкусно поужинали. Вот это здание красивое. Ничего не изменилось. Офиков нет. Старый домик. Вчера гид нам вчера сказал, который водил по этому городу, что вот это дом, он сохранился практически в старом виде. Особенно пол, который там есть. То есть он старый, неизмененный, да? Ну холодно уже прям вообще. И вкусная кухня. Вкусная кухня, интересное историческое здание. А официантка сказала, что это типа статус музея, поэтому там нельзя ничего менять. Да. Поэтому там они практически не ремонтируют, не меняют, просто организовали. У меня Ола Аранес, а у тебя? Я не знаю, у меня какая-то аранская картошка с чорисой. Мы показывали вам уже. В общем, вышли, хорошая погода, но уже прохладненько, да? Холодно. Все города здесь Пиренеев утопают в красивых цветах. Вот. Сейчас люди разошлись, могу показать уже более так красиво. За собачками здесь принято ухаживать, убирать всякие экскременты. Поэтому здесь стоит вот эта вот такая установка, где, наверное, есть пакетик. И мульта 50 евро. От 50 до 150 евро. Хватает, наверное, нам на южном побережье, если будет кто-то смотреть из провинции Аликанте, из администрации, или кто приближенный, кто ходит в администрацию с разными предложениями, предложите, пожалуйста, вот такие же тоже аппаратики с бесплатным выдачей пакетиков, чтобы люди убирали за своими собаками, у нас будет чистота. И вот штраф надо как-то тоже взимать, наверное, для того, чтобы люди понимали, что это важно. Здесь вот действительно очень чисто, несмотря на то, что это горы, это деревни. Ну и к теме из санузлов. Ничего не пахнет. Зимой работает, представляете? Снег, мороз, все смывается, вода есть, никаких проблем. Счастье есть, его не может
Туалеты работают как часы. Главное, запаха никакого вообще. Прямо на парковке бесплатно. Сегодняшнее видео на этом заканчивается. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Вот так проходят наши Увидимся вновь дни. в следующих наших видео. Ой, какие идут ушастики. Посмотреть, покажем. Ушастик прошел. Еще один гуляет. В Пиренеях вот нас практически такой сопровождал. Ну, Тимася. Только они на запад летели.